Глава 84. Кричал мужчина высокого роста и крепкого сложения. Будто умалишенный, он мчался по улице, сбивая на своем пути прохожих, которые поголовно возмущались, что творится, думаешь, в такой жаркий день бег поможет охладить пыл, вот уж правда, впервые вижу, чтобы кто-то вышел из дома, лица не прихватив. Еще пара подобных возгласов, и прохожие рассмеялись, но не стали по-настоящему сердиться. Кто бы мог подумать, что мужчина ринется напролом и врежется головой прямо в большую разукрашенную повозку на высоких колесах, запряженную лошадьми, да так, что кровь брызнет во все стороны. Бедняга повалился на землю лицом к небу, и в тот же миг прохожие, которые только что подшучивали над ним, заверещали от ужаса. Хозяин повозки тоже немало испугался. Он вытянул шею и заголосил: «Кто там врезался? Кто там?» Все произошло так неожиданно, что селянин не мог не направиться быстрым шагом к месту происшествия, оставив пока того юношу. Подойдя ближе, принц спросил, что случилось. Мужчина, сильно ударившись о повозку, кажется, потерял сознание, растрепавшиеся волосы закрыли его лицо. Толпа зевак осторожно окружила пострадавшего. Но селянин еще не успел приблизиться, как мужчина вдруг вскочил снова и разразился протяжными, истошными воплями: «Я больше не вынесу! Убейте, убейте! Кто-нибудь скорее убейте меня!» Быстрее несколько рослых мужчин из толпы, не в силах больше смотреть, заявили, с какого двора выбежал этот сумасшедший. Видно, плохо заперли ворота. «Схватим его и утащим обратно, давайте». Мужчины вознамерились было подойти и скрутить крикуна, но вдруг, стоило им разглядеть лицо безумца, они тоже громко завопили и отшатнулись. Что это за чудовище? Обезумевший мужчина, напротив, бросился к ним с неистовым криком: «Скорее убейте меня!» Как раз к этому моменту к ним подоспел селянин. Перепуганные до смерти мужчины, увидев его высочество наследного принца, будто увидели в нем избавление, тут же рванули к нему за спину. Селянь без лишних раздумий подсечкой сбил обезумевшего с ног, тот сделал в воздухе сальто и опрокинулся в теплую грязь лицом. Люди, указывая на него, принялись восклицать: «Ваше высочество, наследный принц! Этот человек! Этот человек! У него!» Договаривать не требовалось, селянь и сам увидел, у этого человека оказалось два лица, если точнее, одно лицо, на котором выросло еще одно. Это второе теснилось прямо на половине щеки безумца, размером с ладонь взрослого человека. Сам мужчина был молод, но второе лицо будто принадлежало сморщенному старику, до крайности безобразному. Селянь застыл в ужасе, в мыслях повторялась лишь фраза: «Что это за чудовище?» Он немедля схватил меч с пояса и вынул из ножен чудесный клинок, который когда-то подарил ему император Шинью, Хунцзин, красное зеркало. С той самой встречи со странной персоной в белых одеяниях принц повсюду стал носить при себе этот меч, чтобы быть готовым в случае необходимости применить его, и, возможно, тогда же ему удастся увидеть истинное лицо той твари. И вот меч как раз пригодился. Длинное лезвие покинуло ножны, сверкнув сиянием ярче снега. Однако, когда принц вгляделся в лезвие, в нем отразился нисколько не изменившийся облик. Все такой же мужчина, все такая же жуткая картина с двумя лицами. Другими словами, безумец вовсе не являлся ничем из существующих видов нечисти, он был человеком, но разве на свете существуют люди, выглядящие подобным образом? Если он таким уродился, как же ему удавалось скрывать это так много лет от жителей столицы? Селянь пребывал в полнейшем замешательстве, как вдруг кто-то рядом в страхе пробормотал: Как вышло, что он стал таким? Селянь, услышав, вернул Хунцзин в ножны, развернулся и спросил: «Ты знаешь этого человека?» Раньше он так не выглядел, ему ответили сразу несколько голосов: «Знаем. Мы трудились с ним вместе». Конечно же, он не был таким, у него никогда на лице не росло ничего подобного. Очень скоро зеваки вокруг стали прибавляться, почти перекрыв всю улицу. Селянь с серьезным, сосредоточенным лицом набрал воздуха и громко объявил: «Господа, не нужно подходить сюда. Все в порядке, расходитесь». Уже знакомый юноша в бинтах принялся помогать ему, прося людей отойти подальше, но селянь совершенно не замечал этого.
Он в торопях отправлял Фэн Синю и Муцину весть по сети духовного общения: «Быстрее приходите на столичную улицу Шинью». Опустив руку от виска, он заметил, как рядом мнется еще один человек, явно мучимый сомнениями. Селянь первым шагнул к нему и спросил: «Ты хочешь что-то сказать, верно?» Увидев, что вопрос ему задал сам принц, мужчина наконец набрался смелости и ответил: «Ваше Высочество, есть одна вещь. Не знаю, стоит ли мне о ней говорить». У селяня не было времени ждать соблюдения любезностей. Он коротко и ясно бросил: «Говори прямо». Мужчина ответил: «Пару дней назад у меня на груди появилось несколько углублений, 3 больших, 2 маленьких. Ни зуда, ни боли от них не ощущалось, даже приятно, если немного их почесать. Я не обратил особого внимания, но вот увидел этого братца, и в душе немного зародились сомнения, ха-ха». Он, посмеиваясь, распахнул одеяние и оголил грудь. «Взгляните, со мной ведь все в порядке». Стоило ему обнажить грудь, кругом воцарилась мертвая тишина. Какие еще несколько углублений? На груди мужчины отчетливо проявились выступающие органы чувств, в которых явно угадывались расплывчатые черты женского лица. Мужчина, опустив голову, и сам пришел в ужас. Как же так? Раньше ведь явно не было так, будто оно живое. Так, словно это точная копия настоящего. Какое описание ни подбери, все одно, истинный ужас. У людей вокруг от страха волосы зашевелились на голове, а мужчина невольно схватился за полы одежд селяня и громко закричал: «Ваше Высочество, спасите меня!» Как раз к тому времени Фэн Синь и Муцин, получив известие, подоспели сюда с городской стены. При виде развернувшейся сцены оба нахмурились. Фэн Синь прогремел: «Поди прочь! Что за шум ты тут поднимаешь?» Селяню некогда было объяснять им. Он похлопал мужчину по плечу и, пытаясь утешить, произнес: «Все в порядке. Пока успокойся». Голос принца звучал мягко и уверенно, серьезно и без спешки. Мужчина решил, тот прекрасно знает, что делать, и еще сильнее уверился в том, что справиться с подобным пустяком для его высочества наследного принца, что перевернуть ладонь, проще простого, поэтому успокоился. Только вот сам селянь разволновался не на шутку. Оказывается, эти лица вырастают постепенно. И заболевший, если пока что называть подобное явление болезнью, был не один. Таким образом, следует ли из этого, что в действительности таких людей еще больше? Он немедленно объяснил ситуацию в общих чертах Фэн Синю и Муцину, затем добавил: «Доставьте весть во дворец, отдайте приказ опросить жителей города. Возможно, у кого-то еще проявился на теле подобный недуг». Нельзя упустить ни одного случая. Весть оказалась настолько пугающей, что государь, получив ее, придал происшествию огромное значение, отправил немало людей для поиска и проверки. Подручные сработали на редкость эффективно. Той же ночью, далеко за полночь, выяснилось, во всей столице Синьлэ тех, у кого на теле отчетливо проявились человеческие лица, оказалось 5. Кто-то из них уже увидел на своем теле странный нарост, но не придал значения, кто-то и вовсе не замечал, поскольку лик вырос в месте, где его трудно обнаружить самому, и к тому же не болел и не зудел. Помимо 5, обнаружилось еще чуть меньше 20 человек, на телах которых только начали проявляться небольшие впадины и выпуклости, напоминающие еще не сформировавшийся лик. Когда пострадавших в количестве чуть больше 20, большинство среди которых составляли женщины и молодые парни, собрали вместе и привели к селяню, людей охватило беспокойство. Они старались поддерживать друг друга и время от времени утешать парой слов. Селянь, отдававший приказы подчиненным, заметил эту деталь, которая показалась ему немного подозрительной. «Вы знакомы между собой?» Служащий, который всю ночь бегал по поручениям, связанным с этими людьми, глянул в книгу для записей и ответил: «Ваше Высочество, многие из них проживают на окраине столицы, недалеко друг от друга. Возможно, обычно они общались как соседи. Многие из них проживают в одном месте». Муцин удивленно произнес: «У группы людей, проживающих недалеко друг от друга, на теле выросли человеческие лица. Неужели эта дрянь заразна?» Селянь догадался об этом быстрее, просто не высказал так же быстро, как Муцин. Принц немедля приказал:
Всем отойти. Разгоните зевак, никому не позволять шататься поблизости. Нужно найти место, чтобы изолировать этих людей от остальных. Странная хворь, которой можно заразиться. Стоило этим словам просочиться, и они подействовали эффективнее, чем отряды солдат и любые способы разгона толпы. Да и не только зеваки разбежались. Даже большая часть домов на той улице опустела. Селянь приказал прибывшим ранее и слушающим его приказаний дворцовым служащим и воинам облачиться в полное обмундирование, принять необходимые защитные меры и вместе с ними повел 20 заболевших на окраину столицы, в место, где проживало большинство из них. Неподалеку от этого района рос довольно обширный лес, именуемый Безмрачным. Чиновники приняли решение обустроить здесь огороженную территорию, чтобы временно расположить заболевших. Но едва процессия оказалась в лесу, пока другие разбивали лагерь, селяне посетило неясное беспокойство, которое усиливалось по мере продвижения дальше. Фэн Синь и Му Цин, конечно, тоже кое-что поняли. Фэн Синь спросил первым: «Ваше Высочество, а не здесь ли Лан Ин?» Селянь, заведя руки за спину, мрачно сдвинул брови и ответил: «Да. Именно здесь». Ведь именно в Безмрачном лесу Лан Ин собственными руками вырыл яму, в которой похоронил труп своего сына. Стоило троице это осознать, они обеспокоенно переглянулись друг с другом. Пока сказать наверняка не мог никто из них, но все же кое-какие догадки посетили каждого. Именно поэтому юноши, не сговариваясь, принялись искать вокруг то самое место, где Лан Ин тогда выкопал могилу. Но с тех пор прошло уже несколько месяцев, к тому же растительности в Безмрачном лесу росло немало. Как тут вспомнить, под каким конкретно деревом закопан труп? Внезапно до них донесся зловонный запах, который даже не поддавался описанию. Зловоние походило на то, что исходит от разлагающегося трупа, только от него еще сильнее перехватывало дыхание, стоило кому-то сделать лишь вдох, и казалось, что он сейчас повалится на землю без сознания. Остальные тоже почувствовали и бросились прочь, зажимая нос и руками разгоняя воздух. Что там так воняет, что это такое? Воняет еще противнее, чем 10-летний маринад в чане для засолки. Селянь побежал вперед, на жуткий запах, который, чего и следовало ожидать, привел его прямо к знакомому кривому дереву. У корней земля чуть вздымалась, формируя небольшой ровный холмик. Воины похватались за мечи и собрались вокруг принца, чтобы защитить его высочество, но Селянь сделал знак рукой, не давая им подойти, и серьезным тоном произнес: «Осторожно! Простым смертным не приближаться». Фэн Синь, не принадлежащий к числу простых смертных, раздобыл где-то по пути лопату, подошел к холмику, пару раз копнул, и холмик превратился в ямку. Зловоние становилось все сильнее, а юноша орудовал лопатой с большей осторожностью. Еще несколько движений, и из-под земли показался краешек чего-то черного, и, кажется, это что-то шевелилось. Юноша прекратил копать, воины же напряглись, будто готовясь ко встрече с врагом. Как вдруг земля вздыбилась, и из ямы показалось распухшее, вздувшееся огромное туловище, которое предстало перед светом факелов в руках людей. Запах разложения в момент стал невыносимым, многих тут же громко стошнило. Даже у селяня резко сузились зрачки. Это уже совершенно нельзя было охарактеризовать словом «человек». Что угодно походило на человека больше, чем оно. Сейчас никто не смог бы разглядеть, что этот труп, которому почти подходило описание громадный, когда-то принадлежал худощавому и ослабшему маленькому ребенку, к горлу подступила тошнота, Селянь отвернулся, глядя в сторону. Фэн Синь и Му Цин также пребывали в потрясении, у них вырвалось, что это за тварь. Это какое-то проклятие или просто разложившийся труп? Не имеет значения, что это, Селянь уже понял, как нужно поступить. Он приказал всем разойтись. Чем дальше, тем лучше. Нужно сжечь эту тварь без остатка. Он тут же вскинул руку, с которой вырвался столб бушующего пламени. Отблески огня взметнулись к небесам, заклубился густой дым, и прямо в этот момент издали с городских стен раздался надрывный плач горна, заставляя любого, кто его слышал, бежать на тревожный зов. Троица одновременно направила взгляд в направлении горна,
сигнала о наступлении вражеской армии. Фэн Синь выругался. Мать их, непременно нужно было напасть именно сейчас. Му Цин с помрачневшим лицом, озаренным переменчивыми отблесками пламени, произнес: «Возможно, они выбрали момент специально». Селянь решительно приказал: «Му Цин, остаешься здесь, разберись со всем. Фэн Синь, идем со мной. Сначала отбросим их от стен». Ни в коем случае нельзя дать им понять, что что-то не так. В ночи двое торопливым шагом вышли за городские стены и поспешно дали отпор врагу. Битва застигла их врасплох, и все же они победили, но, несмотря на очередную победу, ни один житель Синьлэ, включая селяня, не ощущал ни капли радости триумфа. Внезапный странный недуг в народе прозвали «поветрием ликов». И теперь в столице Синьлэ весть о нем распространялась со скоростью грома, так что люди не успевали уши затыкать, бурлило и клокотало повсюду, привнося тревогу в сердце жителей. Государь обдумывал запретить распространение слухов, но первый же заболевший пробежал по главной улице на глазах у бесчисленного множества свидетелей, поэтому с самого начала не вышло держать людей в неведении. Кроме того, поветрие ликов распространялось и возникало с поразительной скоростью, и всего за какие-то 6 дней признаки недуга обнаружились еще у более чем 50 человек. Вместе с тем участились и нападения армии Юнань. Зажатый со всех сторон, селянь почти не имел возможности вырваться в Юнань, чтобы не спаслать дожди. Все магические силы и энергия, которые принц раньше тратил на это, теперь в основном растрачивались в изолированной территории императорской столицы. В прохладном безмрачном лесу теснились большим скопом установленные палатки и хижины. Селянь прохаживался среди живущих здесь заболевших. Вначале в изоляции поселили всего чуть больше 20 человек, но по мере распространения поветрия их число достигло почти целой сотни и продолжало расти. Каждый день селянь приходил сюда, едва появлялась свободная минута, и пытался при помощи магической силы избавить людей от жуткого недуга. Но излечиться от него окончательно не выходило, а люди ведь надеялись именно на это. Селянь ходил между палатками, когда лежащий на земле молодой парень неожиданно схватил его за полу одеяния. «Ваше Высочество, я ведь не умру». Да, селянь хотел ответить, но тут почувствовал, что лицо парня ему знакомо. Присмотревшись, он узнал в нем того самого прохожего, что подарил принцу свой зонт, когда тот бродил по столице в дождливый день, едва узнав о недостатке воды в Синьлэ. Принц вспомнил тот день, тот дождь и тот зонт, и его сердце сразу потеплело. Присев рядом с парнем, он мягко похлопал его по руке и честно ответил: «Я непременно сделаю для этого все, что в моих силах». Его слова будто подарили парню надежду, в глазах сверкнула радость, он принялся повторять: «Хорошо, хорошо», и снова лег на землю. И если вглядеться в горящие глаза всех этих людей, становилось понятно, что они всецело верят, у принца получится выполнить обещание. Поэтому каждый раз, глядя им в глаза, селянь чувствовал себя виноватым перед ними и желал поскорее отыскать решение. Совершив обход, селянь нашел укромное место, чтобы присесть. Му Цин развел костер, и принц уселся у огня, погрузившись в глубокие раздумья. Вдалеке несколько служащих по мелким поручениям шли, унося носилки, и тихо переговаривались, не зная, что каждое их слово доносится до ушей селяня. Это какая уже по счету, 4-я или 5-я, около того. Но на носилках лежал вовсе не умерший в безмрачном лесу больной. На самом деле, от поветрия ликов очень сложно было скончаться. Но именно это и страшно. Ведь не умереть означало всю жизнь носить на себе подобные наросты. Одна мысль об этом могла заставить человека потерять смелость жить дальше. Особенно, когда речь шла о молодых девушках, которые очень переживали за свою внешность. Если в таком важном месте, как лицо, вырастало что-то подобное, в конце концов, они все же избирали смерть. Кто-то вздохнул: «Эх, когда же все это закончится?» А другой ответил: «С нами его высочество наследный принц, мы не проиграем войну, не беспокойся». Первый говорящий, немного жалуясь, ответил: «Я вовсе не волнуюсь, что мы можем проиграть. Но в таком положении чего будет стоить одна лишь победа? Простым людям все равно живется тяжко, эх». «Ладно, ладно.
Я не хочу жаловаться. Считай, что я ничего не говорил, я ничего не говорил. Если бы Фэн Синь услышал это, наверняка тут же бросился бы бранить его. Но Му Цин только посмотрел на селяня и продолжил раздувать огонь, не сказав ни слова. Только когда те люди окончательно скрылись из виду, юноша бесцветно произнес: «Поистине взгляд простолюдина. Только и знают, что винить всех и вся. Или что же, хотят, чтобы бог войны нес ответственность за все на свете?» Селянь же лишь покачал головой. Ведь определенная доля истины присутствовала в словах того человека. Принц являлся богом войны, и пока он на стороне какой-либо армии, ей не грозят поражения. Однако в сложившейся ситуации, чего стоит одна лишь победа? Ведь армия для того и создана, чтобы защищать простой народ, а простые люди как раз в это время страдают от внезапного нашествия поветрия ликов. И все их военное преимущество таким образом превращается в повод для смеха. Как вдруг пламя костра покачнулось, и рядом с принцем сел кто-то еще. Вернулся Фэн Синь. Селянь тут же спросил: «Ну что?» Фэн Синь покачал головой. «Тот же результат, каким увенчались поиски в прошлый раз, когда ты ходил сам. На горбатом склоне нет ни следа Лан Ина и никаких странных существ в белых одеяниях. Не знаю, где они попрятались. Невозможно выяснить, их ли это рук дело. И еще их люди чувствуют себя поистине прекрасно, ни один не заразился поветрием ликов». Му Цин пошевелил костер и заметил: столица и горбатый склон расположены совсем близко друг к другу. Не может быть, чтобы совсем никто не заразился. Совершенно очевидно, что это именно они все подстроили. Многие в душе думали именно так. И на это существовали определенные основания. Но даже если они будут твердо убеждены, что руку к их бедам приложили люди Юнани, или, точнее, Лан Ин, повода призвать его к ответу нет, спрятан слишком глубоко, не достать. Юноши подозревали, что поветрие ликов стало распространяться из-за проклятия, источником которого стал труп сына Лан Ина. Но если это проклятие сработано поистине на славу, не осталось ни единого следа, ни единой нити, за которую они могли бы уцепиться, чтобы добраться до главного. Как же им убедиться в своих догадках? Никак. Кто знает, а вдруг это поветрие ликов всего лишь абсолютно новая хворь, которая зародилась сама по себе в природе. Селянь мог наверняка определить, что из себя представляет поветрие ликов, только если схватить подозреваемого. Он также поспешил поделиться своими домыслами с чертогами верхних небес, отправив весть. Однако, как уже говорилось, Селянь спустился в мир смертных, нарушив запрет, и теперь настали другие времена. Раньше он мог при желании пойти прямо во дворец Шинью и громко донести все, что хотел сказать, в уши Цзюньу, и дело с концом. Но сейчас приходилось действовать в соответствии с регламентом. Надо заметить, что так называемый регламент. Если повезет, да еще щедро доложишь сверху добродетелей, то весть дойдет до небесных чиновников, а если удача отвернется, могут отправить доклад таким запутанным и сложным путем, что процесс растянется до бесконечности. А когда этот путь завершится, решать вопрос отправят какого-нибудь чиновника. Но ведь Селянь и сам являлся небесным чином, и в чертогах верхних небес не существовало никого, кроме Цзюнь, кто мог бы сравниться с ним по уровню магических сил. Тот, кого пошлют решать проблему, весьма вероятно, едва ли сможет сделать больше, чем сам принц. Но на Цзюнь лежит слишком тяжелая ответственность, как говорят в миру, у него десятки тысяч повседневных дел. Не может быть, чтобы сам владыка спустился ему помогать. Поэтому доклад нес лишь символическую функцию, но особой надежды на него не было. Впрочем, сейчас Селянь размышлял вовсе не об этом. Принц произнес: если предположить, что юнань использовали это проклятие, чтобы нанести поражение столице, самым эффективным ходом было бы ударить по армии. Ведь если войско погибнет, это ведь будет означать, что город пал, верно? Но фактически поветрие ликов не затронуло войско. Не то чтобы среди заболевших не оказалось солдат, но все же в соотношении с остальными они занимали крайне малую долю, не более 3-4 человек,
и когда их отправили в изоляцию, ситуация вернулась под контроль, дальнейшего распространения не случилось. Фэн Синь, который всегда говорил то, что думал, предположил, возможно, они посчитали, что даже уничтожение армии не принесет победы. Ведь пока ты здесь, им не выиграть войну. И потому просто решили бороться не с солдатами, а напрямую с простым людом. Услышав его рассуждение, Му Цин коротко посмеялся. Фэн Синь бросил, что смешного, Му Цин ответил, ничего. Ты всегда выдвигаешь очень разумные предположения, я не стану спорить. Фэн Синь более всего терпеть не мог, когда Му Цин вот так смеялся над ним в душе, а на словах строил из себя саму вежливость. Он просто перестал обращать на того внимание и добавил, если это действительно их рук дело, на подобную подлость даже смотреть тошно. Если кишка не тонка, пусть бы показывали свою силу на поле боя, к чему эти нечестивые ухищрения, несущие вред невинным людям, Селянь был совершенно с ним согласен. Принц со вздохом произнес, в последнее время я все размышляю, как же, в конце концов, распространяется поветрие. Ведь сначала нужно понять способ заражения, после чего будет легче остановить процесс. Фэн Синь ответил, разве не очевидно? Они жили рядом, много общались друг с другом, пили одну воду, вместе ели, спали и тому подобное, так и заразились. Селянь потер точку между бровей. С виду все так и выглядит, верно. Но если взять в пример войско, ведь солдаты тоже вместе пьют, едят и спят, даже больше проводят времени рядом и живут ближе, чем простые люди. Но почему же среди солдат заразившихся так мало? Му Цин нахмурился. Ты хочешь сказать, что в одинаковых условиях разные по природе люди могут заразиться, а могут и не заразиться? Вопрос в том, какие люди могут противостоять заражению поветрием ликов, так Селянь поднял на него взгляд. Му Цин меня понимает. Все именно так. Если мы найдем ответ, то получим и способ прекратить распространение поветрия. Му Цин кивнул. Хорошо. Тогда посмотрим с другой стороны. Какие люди наиболее вероятно могут заразиться поветрием ликов? Каких людей больше всего в безмрачном лесу? Селянь за несколько дней множество раз обошел весь район изоляции безмрачного леса, мог ответить на этот вопрос даже с закрытыми глазами, поэтому немедленно сказал: женщин, детей, юношей, стариков и молодых мужчин не очень крепкого телосложения. Фэн Синь с сомнением произнес: может, они заражаются потому, что слишком слабые физически. Стоит ли просить государя отдать приказ всем жителям столицы приступить к постоянным тренировкам? Селянь и Му Цин вместе посмотрели на него, будто не зная, что на это сказать. Но спустя недолгое молчание сам Фэн Синь произнес: нет, все не так.